Привет, друзья! Вы на канале Эрудит, и герой сегодняшнего выпуска – один из самых быстрых хищников подводного мира, который нападает на людей и смертоносен даже после смерти. Знакомьтесь, барракуда. Барракуды – это крупные хищные рыбы. Они принадлежат к семейству марлинообразных, в которое также входит меч-рыба и марлины. Ареал обитания барракуд очень обширен. Их можно встретить практически во всех тропических и субтропических водах Мирового океана, а также в Красном и Средиземном море. В настоящее время известно 28 видов барракуд, которые могут значительно различаться по размеру и внешнему виду, но довольно схожи по образу жизни. Крупнейшим видом является большая барракуда, которая может достигать 2 метров в длину и весить около 50 килограмм. Несмотря на свои размеры, большая барракуда очень подвижна и агрессивна. Она обладает мощным телом и характерной удлиненной формой, что делает ее одним из самых успешных хищников среди рыб в своем ареале. Барракуды являются быстрыми, но невыносливыми пловцами, поэтому в большинстве случаев они полагаются на внезапную атаку. Во время атаки они могут развивать скорость до 60 км в час. Барракуда убивает жертву при помощи 2 разных типов зубов. Большие зубы крепко удерживают добычу, в то время как маленькие разрывают плоть как пила. Обычно барракуды подстерегают свою жертву в засаде, среди камней, скал или в зарослях подводной растительности. Но довольно часто небольшими группами они нападают на косяки мелких рыб. Когда несколько барракуд охотятся вместе, они сгоняют добычу в плотную стаю, повышая тем самым вероятность успешной атаки. Стаями обычно держатся небольшие барракуды, а крупные особи предпочитают жить и охотиться поодиночке. Отличное зрение позволяет барракуде охотиться как днем, так и ночью. Барракуда – хищная рыба, и ее рацион в основном состоит из других рыб. Чаще всего ее жертвой становится кубинский желтохвост. Барракуды отлично распознают больных и необычно двигающихся рыб, поэтому они часто нападают на пойманных на крючок или закарпуненных рыб.
Помимо рыб, барракуды могут охотиться на многих других морских животных, даже крупных, отрывая куски плоти от тела. Иногда они могут нападать даже на крупных морских птиц, например, пеликанов. Поскольку барракудам не обязательно проглатывать свою добычу целиком, они могут охотиться на многих хорошо защищенных животных, разрывая их на куски. Одними из таких животных являются крылатки, имеющие много ядовитых шипов на плавниках. Крылатки не являются обычной добычей барракуд, но барракуды – это одни из немногих хищников, которые могут съесть взрослую особь, не получив при этом никаких видимых последствий от их яда. Барракуды непривередливы в питании и могут поедать даже падаль. Сезон размножения у барракуд происходит в прибрежных районах с ранней весны до поздней осени. Так же, как и подавляющее большинство рыб, барракуды размножаются, откладывая икру, что представляет собой процесс, который называется нерестом. Самки барракуд способны производить от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов икринок, которые выбрасываются в воду и тут же оплодотворяются самцами. Взрослые особи не заботятся о потомстве, поэтому с самого рождения барракудам приходится учиться быть незаметными. Даже будучи мальками, они уже являются искусными хищниками, которые за доли секунды расправляются со всеми, кто уступает в размерах. Долгое время молодые барракуды скрываются в корнях мангровых деревьев, но при достижении двухлетнего возраста хищники покидают прибрежные зоны, начиная новый этап жизни в открытых водах. Барракуды достигают половой зрелости обычно в возрасте от 2 до 4 лет, в зависимости от вида и условий окружающей среды. Срок жизни барракуды в природе может варьироваться. Обычно барракуды живут от 10 до 14 лет, хотя некоторые особи могут дожить и до 20 лет при благоприятных условиях. Важно отметить, что барракуды, как и другие хищные рыбы, сталкиваются с множеством угроз, включая хищников, среди которых могут быть даже представители своего вида. Но чаще всего на барракуду охотятся акулы. Правда, иногда бывает наоборот. Охотник легко может стать жертвой, так как в океане размер имеет значение. Как и многие другие рыбы, барракуды также подвержены воздействию различных паразитов. Чтобы избавиться от них, барракуды посещают особые места,
так называемые станции очистки. На этих станциях обитают рыбы-чистильщики, которые помогают удалять паразитов с кожи и жабр разных рыб. Это своего рода симбиотические отношения, где одна сторона получает пищу, а другая – гигиенические услуги. Все, что нужно сделать барракуде, это просто открыть рот и спокойно ждать, пока чистильщики позаботятся о ее гигиене. Барракуды очень любопытные создания и часто подплывают к аквалангистам вплотную. Но в таких ситуациях стоит всегда быть начеку. Дело в том, что барракуды – это одни из немногих рыб, помимо акул, которые могут намеренно атаковать человека, воспринимая его не только как угрозу, но и как добычу. Нападение барракуды может привести к серьезным травмам, тяжелой потере крови и даже потере тканей. Также зафиксированы несколько случаев гибели людей в результате атак барракуд. Но все же нападения барракуд редки и в большинстве случаев провоцируются человеком. Следует помнить, что большинство нападений на людей случались в мутной или темной воде, где движущиеся руки или ноги пловца принимались барракудой за плывущих рыб. Также причиной нападения на человека становятся блестящие предметы, такие как часы, украшения или ножи. Ведь такие предметы барракуды часто принимают за чешую потенциальной добычи. Однако не только живые барракуды могут быть опасны. Большой размер и свирепое поведение сделали барракуд популярной целью рыболовов. Помимо спортивной рыбалки, барракуду также используют в пищу, и по вкусу она напоминает тунца. Однако употребление мяса барракуды может представлять серьезную опасность. Дело в том, что мясо барракуды содержит яд, который называется сигоэтоксин. Этот яд бесцветен, он не имеет запаха и вкуса, не разрушается при нагревании и заморозке, а также не переваривается желудочным соком. В ряде стран, где барракуд ловят для еды, существует заболевание, известное как сигоэтера. У людей, съевших рыбу, содержащую сигоэтоксин, заболевание может протекать по-разному. Иногда клинические проявления вообще отсутствуют. Симптомы отравления обычно возникают через несколько часов после употребления мяса барракуды и включают множество различных расстройств, таких как рвота, головные боли, тахикардия и неспособность отличить горячее от холодного. Симптомы могут длиться от нескольких недель до нескольких лет, а в некоторых случаях могут даже привести к смерти. Иммунитет к сигоэтоксину не вырабатывается, а противоядия не существует. Но барракуды не ядовиты сами по себе. Сигоэтоксин вырабатывают микроскопические одноклеточные организмы, которые живут рядом с кораллами, водорослями и морскими растениями. Растительноядные рыбы поедают эти организмы вместе с пищей и накапливают токсины в своих телах. В свою очередь хищные рыбы, такие как барракуды, поедают растительноядных и накапливают токсины в намного более высоких концентрациях. Однако люди гораздо менее устойчивы к этим токсинам, чем рыбы.
Поэтому даже небольшая порция токсичной рыбы может вызвать сильное отравление. Единственный способ избежать отравления – это не есть потенциально опасную рифовую рыбу, особенно хищную. В целом популяция барракуд стабильна, и несмотря на изменения в морских экосистемах, барракуды сохраняют устойчивую численность и продолжают населять многие регионы океана в большом количестве. А на этом у меня все. Надеюсь, ролик вам понравился, обязательно им делитесь и пишите комментарии. До скорого!